Привет, ребята! Сегодня я хочу рассказать вам свою историю, как я стал ютубером, как к этому пришел, почему ушел, и, возможно, почему все еще думаю вернуться. Это будет честный рассказ, без глянца и понтов. Просто мой путь со всеми странными поворотами и багами, включая потери модельки 4 раза подряд. Приятного просмотра! Все началось в 2019 году. Тогда я вообще не знал, что такое ютубинг, но у меня был друг, с которым мы часто обменивались забавными видосами. И вот однажды он скинул мне нарезку с Короныча. What the fuck? Потом была Пекара. じゃあ行くよバレット。ワンツースリー。そうそうそんな感じ。Потом была Пиками. Я втянулся. Не сказать, что я прям сидел сутками, но я реально кайфовал от атмосферы. Она была теплая, уютная и такая немного странная, но в хорошем смысле. С этого и начался мой путь в ютубинг. В 2022 году я подумал, а что если попробовать самому? Скачал Veroid Studio, потом VC-Face и сделал первую модель. Признаюсь честно, она была, мягко говоря, простенькая. Ну, прям очень простенькая. Я даже особо не парился. Просто захотел попробовать и пошел в эфир. Я постримил так где-то 2 месяца. Было прикольно, весело. Но потом случилось кое-что, что на время полностью вырвало меня из ютубинга. В 2020 году, после того, как я закончил быть ютубером на некоторое время, я пошел модерить остальных ютуберов, и после этого у меня не было времени заниматься своими стримами. Через некоторое время я это осознал, и мне пришлось покинуть посты модератора у некоторых крупных ютуберов. Но это дало мне свои плоды. Я занялся ютубингом полностью, я вникся в это, и мне это понравилось. Я все еще занимался этим до 25 года, и я нашел очень и очень много друзей за этот путь, коллег. Я научился многому, я осознал много чего. Но не всегда же все гладко проходит, верно ведь? И я осознал то, что я выгорел, то, что я недостаточно получил того, чего я хотел за это время. За все 5 лет я всего лишь папнул свои 268 фолловеров на данный момент. Для меня это тоже очень много, может и для остальных это тоже очень много. Но смотря на остальных коллег, я как-то загрустил и выгорел, можно сказать, за эти 5 лет тоже. И взял большой-большой перерыв. Вот, поэтому я и ушел в 25 году с ютубинга на некоторое время. Но, как я и говорил в этом видео, я все еще намереваюсь вернуться, потому что ютубинг это часть меня, часть моей жизни. Я просто не хочу оставлять людей, и мне самому это нравится. Сейчас я занимаюсь своими проблемами в реальной жизни, хочу сначала разобраться с ними, и уже с полными силами, с полной уверенностью опять вкатиться в ютубинг по-новому, с новым дизайном, с новым оформлением, с новыми штучками в модельке. И не только. Вот. Ну, это была моя краткая история о том, как я стал ютубером. Я надеюсь, вы дослушали до этого момента. Пожалуйста, поставьте лайк, подписку на канал, комментарии. Расскажите, может, у вас есть свои истории, как вы были ютуберами, может, у вас есть другие истории о том, как вы смотрели других ютуберов. Расскажите свои истории.
Вот. Спасибо вам и удачки.